Что-что? Да. Вакс. Первый уровень. Нам нужно выжить заранее выбранным набором растений. Подвох в том, что подсолнух отсутствует, поэтому суть уровня состоит в распределении солнц, но немножко в рандоме. Ведь солнце с неба падает случайно, но так как на уровне всего одна волна, а среди зомби нету никого серьезнее конусника, уровень не вызвал проблем. Первые несколько попыток я потратил на заучение паттерна зомби, а далее все сводится к своевременному высаживанию растений. Мы не можем высаживать атакующие растения сразу, ведь когда пачка зомби теряет примерно 50% здоровья, то сразу выходит следующее. Так что нам нужно ловить тайминг, чтобы зомби не успел съесть растение, но и не умер слишком рано. Получалось у меня это с периодической успешностью. Таким образом выстраиваем защиту, среди которой обязательно должна быть хотя бы одна капуста пульта, ведь ее подкормка является ключом для прохождения финальной волны. В общем, уровень нетрудный. Второй уровень, стандартный для этой модификации. Газонокосилки отсутствуют, зомби уже немного посерьезнее, но растения можно выбирать. Взял я в качестве основного урона скорострел и пень. А далее классический набор в виде мины, салата и ореха. В начале уровня я просто выстраиваю экономику и задерживаю хулиганов с помощью салата, чтобы потом взорвать мины. Далее начинаю высаживать скорострелы и орехи, а за орехами мины. В моменте зомби начали прорываться, но высадки нескольких дамагеров достаточно для защиты хотя бы одной линии. На нижней линии защищаюсь только благодаря ореху и мине, пока не высадил второй пень. И теперь осталось только защитить центральной линии перед финальной волной. На одной я высадил 2 скорострела, на второй скорострел плюс пень, а на третьей задержал зомби и жёг их с помощью пня. Подвох здесь в том, что описанная мной попытка является первой, то есть я этот уровень прошел без каких-либо проблем, и меня это начало наталкивать на мысли, что этот мир может оказаться даже легче Египта. Третий уровень. Это буквально второй, но ночью. То есть я тоже его прошел с первой попытки. Причем использовать ту же самую стратегию. Поэтому даже описывать его я смысла не вижу. Четвертый уровень. Уже поинтереснее, ведь это Last Stand, но заранее выбранным набором растений и заранее высаженными орешками, которые нам нужно выкопать, чтобы получить солнце. И нюанс в том, что количество солнц крайне ограничено, поэтому нужно думать над высадкой каждого отдельного растения. В общем, первые попыток 5 я не мог нормально добраться дальше первой волны, а каждую неудачную попытку я менял стратегию. По итогу, придя к этому варианту, с которым я почти добрался до финальной волны, и в моменте я поверил в то, что близок к разгадке. Но нет. Ведь после этого я еще траил 20 минут. И наконец-то добрался к финальной волне вот с такой защитой. Но здесь мне не хватило мины, солнце на которую можно получить вот с этого ореха. Поэтому next попытка уже была победной. Пятый уровень. Начиная с него, сложность начинает расти в геометрической прогрессии. Потратил на его прохождение где-то час. К сожалению, первые мои попытки не записались. Но если вкратце, то в них я просто пытался забрутфорсить этот уровень с помощью пней и скорострелов, что, как вы поняли, у меня не получилось. Поэтому дальше попытался использовать блумеранги, и с ними все стало даже хуже, ведь за полчаса я ни разу не добрался к финальной волне. После этого я нашел одну очень занимательную фишку, связанную с главным условием этого уровня. Survive while only being able to throw up to 100 sun. Ну а если вкратце, то на этом уровне у нас нет возможности накапливать больше 200 солнц. А если их значение превысит эту отметку, то они начнут списываться. Но списываются они не моментально, поэтому их можно успеть потратить. И именно это позволяет использовать бункчой на этом уровне. Ведь в этой модификации он стоит 250 солнц. Поэтому следующие 3 попытки я пытался пройти этот уровень именно с помощью него. Первые 2 я заруинил из-за своих же ошибок, а вот в третьей все же справился. Хоть и не без трудностей. Честно, пройти этот уровень, наверное, можно и без использования этой фичи. Да вот только я ленивый хуесос, который этим заниматься не будет. Поэтому приступаем к следующему уровню. Шестой уровень. Конвейер. Но немного отойду от этого и начну с того, что почему-то именно в этом уровне, когда на конвейере скапливалось 3 растения одновременно, то он замедлялся. В моменте я думал, что глюки ловлю, но потом чекнул и оказалось, что это реальная механика. Шестой уровень. Исчадие ада. Не дайте этому набору зомби вас обмануть, ведь в уровне присутствуют порталы, и они здесь являются основной угрозой. А что по растениям? Здесь все тоже очень непросто, ведь растения выдаются полностью рандомно, и целью является высадить как можно больше. Но из-за замедления конвейера при скоплении мы должны высаживать их сразу, и это полный пиздец, ведь почти все растения здесь атакующие, из-за чего, как нетрудно предположить, они будут атаковать зомби, что будет сразу призывать следующие пачки, которые тоже будут атакованы, что приведет к ебанутому наплыву зомби, от которого в свою очередь мы уже не сможем защититься. Поэтому нам нужно словить удачу, чтобы получить максимальное количество бонкчоев и при этом держать идеальный баланс, чтобы не призвать кучу зомби слишком быстро. И на этом трудности только начинаются, ведь далее идет первая волна, на которой происходит это. Законтрить это можно лишь ранее выданной подкормкой на колючке, но далее напор зомби только увеличивается, что приводило меня к неминуемому поражению. И следующий час я пытался хоть что-то придумать, чтобы справиться с набором зомби, и пришел к выводу, что основой защиты должны быть колючки, ведь количество зомби просто ебанутое, а все остальные дамагеры на этом уровне атакуют лишь одиночную цель. Поэтому в какой-то момент я начал усаживать орехи на 3-ю, а не на 4-ю клетку. На 1-ю и 2-ю я высаживал любое стреляющее растение и бонкчой, а далее надежда только на конвейер и волю рандома, ведь необходимы нам только колючки. Все остальные растения просто утилизируем.
Я не могу назвать этот уровень трудным, ведь как только я пришел к колючкам, то победа не заставила себя долго ждать, вот только и шел я к ним 1,5 сука часа. 7 уровень. Своим началом напомнил мне 5 уровень Древнего Египта. Ведь что там, что здесь одновременно выходит 3 зомби, а потом еще 3, и еби с этим как хочешь. Справиться с этим я мог только с помощью мин, ведь ролять я не очень хотел. Это и была моя главная ошибка, ведь невероятно много ресурсов я тратил, чтобы защититься от первой пачки, вместо того, чтобы выстраивать экономику или защиту, поэтому первые 50 минут я просто страдал, пытаясь хоть как-то пройти это, хотя скорее хоть как-то добраться к финальной волне. Один раз мне даже удалось, но напор зомби был уж слишком большой. Далее я продолжал экспериментировать и пришел к выводу, что лучшими атакерами здесь являются Бонгчо и колючки. Бонки за своего большого ДПС по одиночному таргету, а колючки тем, что контрят бочку, плюс хорошо дамажат толпу. Поверх этого я взял стандартный набор, без которого не обходится уже ни один уровень. Всего на уровне 3 волны, на протяжении которых нету ни секунды на отдых. Напор зомби огромен, сами зомби зачастую живущие. Защита постоянно прогрызается, атакеры находятся в опасности. В общем, на каждую линию нужно высадить хотя бы по одному Бонгчо и стен ореху, а далее просто спамить колючками и подсолнухами. Морозным салатом просто задерживаем зомби. На начале пытаемся не убивать зомби слишком быстро, чтобы выстроить экономику. К первой волне нужно уже высадить все Бонгчо и особенно сосредоточиться на нижней линии, ведь там открывается портал, из которого выходит 3 факелоносца, но одного Бонгчо будет достаточно, чтобы справиться. Что ж, последний факелоносец так, блять, не думает. Далее про нижнюю линию можно забыть, вплоть до финальной волны, отдав предпочтение 4 оставшимся линиям, где стараемся удержать защиту и так потихоньку двигаемся к концу уровня. И по идее я должен был бы оставлять подкормки для этой волны, ведь нам выдается их 2 штуки на уровне, но одну я юзанул на салат во время первой волны, а вторую на Бонгчо прямо перед волной, чтобы выжить. Но даже без них волна проходима. Главное высадить по 2 колючки на каждую линию, чтобы задефаться от бочек. И внимательные зрители должны были вспомнить, что на нижней линии должно было что-то случиться. Что ж, это оно. Но даже так не фатально. Нужно просто стакнуть этих троих и задерживать их любым способом, чтобы потом взорвать на мине. К счастью, у меня было достаточно живых подсолнухов, чтобы обеспечить это. 8 уровень. Еще труднее. Я потратил 2 часа и примерно 30 попыток на его прохождение. Необходимо защитить эти 3 колючки. Растения на данном уровне уже выбраны за нас, и набор здесь такой. А так как уровень ночной, то солнце с неба падать не будут, вследствие чего на начале выстроить экономику является крайне трудной задачей. Но к счастью, среди выбранных растений присутствует морозный салат, который нам позволяет очень эффективно задерживать и убивать зомби благодаря колючкам. Поэтому на протяжении всего начала выстраиваем экономику. А так как время на выдачу первого солнца подсолнухом рандомное, как я выяснил при прохождении Древнего Египта, то начало совсем немного зависит от удачи, ведь заруинить попытку может только абсолютное невезение, когда первое солнце выдается спустя примерно 30 секунд, поэтому рандом почти не влияет. Также на этом уровне заданный набор зомби, поэтому переролять его никак нельзя, но также это и плюс, ведь остается лишь задрочить уровень до посинения. Первая половина уровня сводится к максимальной оптимизации распределения солнц, буквально любое неправильно потраченное солнце или не взорвавшаяся мина приводит к поражению. В общем, нужно высадить вот такую защиту к первой волне, смысла высаживать больше горохострелов нету, разве что в критической ситуации. Далее все сводится к этой троице, ну и подсолнуху, который используется скорее как живой щит. В общем, главной проблемой на первой волне являются уебки с бочками и гаргантюа. Его мы нормально можем убить только с помощью мин. Здесь я сливал очень много раз, ведь если я потратил много солнц, мину или даже салат куда-то не туда, то сразу въебывал. Но к счастью, после гаргантюа вплоть до последней волны вообще ничего не происходит. Зато на ней выходит уже 2 гаргантюа, и если вы не успели высадить достаточное количество сон-продюсеров, это сразу ГГ, ведь нужны колоссальные суммы, чтобы поддерживать их задержку. Но к счастью, мне хватило солнц, и я прошел вторую волну с первой попытки. Это в очередной раз показывает, что гаргантюа в этой модификации является угрозой лишь в присутствии Орды, так как без нее их убийство зачастую сводится к задержке и подрыву минами. 9 уровень. Так как нам выдали Snapdragon на предыдущем уровне, логично будет предположить, что его нужно использовать на этом уровне. Собственно, так и есть, ведь количество выходящих зомби на этом уровне какое-то ебанутое, и без сплэш-дэмэджа мы просто не справимся. Также я взял классический набор, а вот последний слот я долго не знал, чем занять, но по итогу пришел к пню, хоть и сперва этот выбор может показаться абсолютно бессмысленным, ведь мы не взяли ни одного горохострела здесь. Но нет, ведь у пня есть обилка при седании взрываться подобно халапеньо, хоть и с пониженным уроном, которого даже не хватает, чтобы убить ведро. Зато хватает, чтобы убить зомби, который катит бочку, которого на этом уровне нам нечем больше контрить, ведь дракон до него просто не достает. А шипы очень дорогие, так как иногда на одной линии может выходить по 3 бочкарианца. В свою очередь, достаточно и одного пня, чтобы стереть всех троих. Переходим к уровню, и здесь все тоже очень непросто, ведь его прохождение у меня заняло 3 часа и более 50 попыток, что на данный момент является сложнейшим уровнем пиратских морей. Причем сложность нарастает по мере всего уровня, хоть я и сливал много на начале, но это легчайшая часть всего уровня. В свою очередь, на последней волне я слил более 10 раз, но к этому перейдем позже. Главной целью является высаживание дракончиков. Для этого мы задерживаем и взрываем первых зомби. Также стараемся высадить как можно больше подсолнухов, до вылета чая, которых можно убить только с помощью дракончика и стены ореха, без которых они сразу все сожрут. Далее просто задерживаем бочкарианца, засирая вообще все, что можно подсолнухами. Далее же полностью сосредотачиваемся на высадке обороны. Для борьбы с бочкой используем пень. Таким образом добраться до первой волны проблем не составит. А вот начиная с нее нам нужно внимательно следить за тем, чтобы анубисы не умерли слишком быстро и успели накидать надгробие. Ведь одно из условий требует разрушить 19 надгробий. Но помимо этого уже стоит готовиться к ебаному апокалипсису, ведь количество зомби ближе к финальной волне становится сумасшедшим.
сумасшедшим и ни в коем случае не тратим подкормку. Наша цель любой ценой дожить до финальной волны, где обычно открывалось несколько порталов в этой области, из которых выходили Гаргантюа, которые без проблем сносили меня, но в победной попытке порталы просто не открылись. Сначала подумал, что это рандом, вот только пересмотрев прошлые попытки, я пришел к выводу, что порталы открывались там, где нет могил. Вот, сами посмотрите. А то есть цель уничтожить надгробие являлась ключом к прохождению этого уровня. Это пиздец. Вы бы видели мое ебало, когда это понял после 3 часов траев, но не суть. Поэтому в победной попытке финальная волна являлась детской прогулкой по сравнению с предыдущими траями. В общем, без проблем защищаем всех зомби, оставляя только одного. В данном случае Гаргантюа. Хз, мне его просто легче задерживать. И ломаем оставшиеся могилы. И все, уровень пройден. А мы нервные клетки нахуй мертвы после предыдущей пары уровней. 10 уровень. Полный пиздец. 4,5 часа на прохождение. В общем, один из сложнейших уровней всего мода. Главную трудность представляет условие. Оно здесь одно, зато какое, блять. Сохранить все помеченные растения. Задача это не из простых, ведь на этом уровне также впервые появляется блядский капитан, который будет отправлять своего попугая на кражу растений. Цель попугая абсолютно рандомная, поэтому половина попыток проебывалась именно из-за него. В общем, первые попыток 10 я пытался обдумать выбор растений, по итогу пришел к этому набору. Довольно необычному для этой модификации, если честно. Ведь вместо морозного салата использовал кукурузу, так как это единственное растение, которое гарантированно убивает всех попугаев на поле, так еще и станет зомби, но только при подкормке. К счастью, на уровне подкормок будет достаточно. И с этим набором я 4 часа траил этот уровень, лишь трижды добравшись к последней волне. Думаю, это много говорит о сложности и рандомности этого уровня. Короче, начало на этом уровне довольно простое, поэтому можно по максимуму высаживать подсолнухи и орехи, нескольких зомби взорвать с помощью мин, а далее просто выживаем. Я не хочу начинать описывать прям все происходящее, хотя могу, и это займет часы, поэтому пройдемся кратко. До первой волны нам нужно высадить основы экономики и обороны, обращая внимание на попугаев, которые могут старить важные растения. Если замечаем попытку подобного, даем подкормку зернопульте. И вот перед волной нужно обратить внимание на клетку с драконом, ведь при наступлении волны там откроется портал, который выкинет дракона на другую клетку. Нам же нужно создать условия, в которых дракон полетит на нужную нам клетку. Для этого нам нужно занять все ближайшие клетки вокруг дракона. Выбрал я это расположение неспроста, так как эта линия является одной из самых безопасных на уровне, ведь на ней могут быть только 2 вида зомби. А также при некоторых обстоятельствах один уебок с бочки, который мне заруинил где-то попыток 10. Ладно, вернемся к сути. С открывшегося портала выйдет несколько зомби, но ничего критичного в этом нет. А вот что реально критично, так это нижняя линия. Зачастую на ней я просто активировал газонокосилку, которая без проблем все защищала. Но и здесь есть нюанс, ведь за уровень мы можем активировать лишь одну газонокосилку вручную. Поэтому запасного плана больше нет. Хотя скажу больше, никакого плана нет. С этого момента я зачастую просто импровизировал, лишь несколько раз добравшись до финальной волны. Но и там меня просто выносили, а в единственной попытке, где у меня был хоть какой-то шанс, случилось это. Мой тиль, когда это случилось спустя почти 4 часа безостановочных траев, был закономерным. Спустя еще 40 минут жалких попыток, за которые я ни разу не добрался к последней волне, я окончательно сгорел и пошел просто смотреть, как другие это проходили. Найдя это видео, а в нем эту страту. Я решил попробовать пройти этим набором растений. Скажу больше, я заучил все действия этого гуру до первой волны. И с этим набором знаний спустя очередные 10 попыток я смог снова добраться к финальной волне. Еще и без активированных вручную косилок. Ведь это активировали сами зомби. Таким образом я сразу защитил самую хрупкую линию. На верхней линии для защиты нужно просто садить орехи пень. На этих двух и вовсе не пришлось ничего делать. А на нижней осталась последняя серьезная угроза всего уровня – Гаргантюа, с которым не составило проблем разобраться. Таким образом на поле остался лишь один зомби. Как бы символично это не было, им оказался капитан, но уже без своего попугая. Поэтому без каких-либо проблем заканчиваю свои мучения на этом уровне. 11 уровень. После предыдущего неудивительно, что этот будет легче, но даже так я потратил 2 часа на прохождение. Хоть и справедливости ради, этот уровень можно было пройти куда раньше, если бы не скилл issue, но не суть. На уровне нам нужно выжить вот с таким набором растений. Основным оружием является кокосовая пушка, которая не претерпела никаких изменений, за исключением того, что стало дороже на 250 солнц. Главной задачей на начале уровня является высадить максимальное доступное количество подсолнухов, выигрывая время орехами. Бочкарианца сразу убиваем. Таким образом высаживаем 2 кокосовые пушки на эти клетки, чтобы защититься от этой толпы. Далее просто пытаемся сохранить хоть какую-то часть подсолнухов, ведь нам нужно высадить 5 пушек, по одной на линию. Главной же угрозой является зомби с бочкой, ведь если перед ним стоит хоть какой-то зомби, то сплэша не хватит, чтобы убить всех. А если он прикатит бочку слишком близко, то МП просто все сожрут, поэтому зачастую я въебывал именно из-за бочек. Ну и иногда из-за попугая, ну а так, в принципе, нормальный уровень. 12 уровень. Вспоминая свой опыт из предыдущего видео, я уже просто молил о пощаде, и мои мольбы были услышаны, ведь это один из самых легких уровней для прохождения. Скажу даже больше, его было весело проходить, что является огромной редкостью среди последних уровней. Хотя в общем мод довольно фановый, хоть такое не скажешь по моим комментариям. Ну ладно, вернемся к сути. Уровень конвейерный, газонокосилки отсутствуют, а также нам сразу показывают новую механику Sky Strike, с помощью которой теперь на линии с водой могут нападать все виды зомби, даже Гаргантюа. Поэтому я определял особое внимание именно этим рядам. Но вначале нужно просто позадерживать зомби, чтобы выстроить хоть какую-то основу защиты. Ведь после первой пачки зомби начинается апокалипсис, из-за которого я и сливал.
Я буквально 15 минут не мог дойти до первой волны, а преодолев ее, я сразу же без каких-либо проблем прошел весь уровень. В общем, целью является высадить по 2 скорострела и по одному пню на все линии. Этого будет достаточно, чтобы справиться с большинством мертвяков, а вот для зомби покрупнее нам придется использовать пружинистый боб. К счастью, на уровне конвейер выдает растения быстро, и бесполезных среди них нет, поэтому этот уровень не вызвал никаких проблем. По идее, финальная волна должна была быть трудной, но подкормка, которую я берег весь уровень, здесь пригодилась как никогда кстати. И все, это весь уровень, ну хоть где-то повезло. К сожалению, на этом моменте видео подходит к концу, вместе с моей памятью на ПК. Следующее видео будет о другой модификации. Но после этого я точно закончу Векс. 100%. Гарантирую. Уверяю. Поверьте.